В прошлый раз мы были в Грузии и снимали региональную встречу. В этот раз мы покажем все красоты этой чудесной страны изнутри, и в том числе жизнь ее сообщества. Drug Users News в Грузии. Грузия – страна прогрессивных реформ и дикого средневекового отношения к наркопотребителям. Страна с большим сердцем, древней историей и очень гостеприимным народом. Здесь всегда есть место песни, что бы ни случилось, даже если это песня сквозь слезы. Сегодня мы говорим о Грузии. Порой наркополитика наших стран заставляет ходить нас по самому краю. С одной стороны, остаться живым, не умереть от СПИДа, а с другой стороны, не сесть в тюрьму за то, что ты употребляешь. Так как же удается грузинским организациям балансировать между репрессивными законами и необходимостью сохранения жизни людей из сообщества? Как в этих сложных условиях работают сервисы снижения вреда? В поисках ответов мы приехали в тбилисский офис организации «Новый вектор». «Новый вектор» – одна из старейших неправительственных организаций Грузии. Работает на 2 города – Тбилиси и Рустави. Список сервисов, которыми могут воспользоваться клиенты «Нового вектора», впечатляет. Консультирование и тестирование на вирусные гепатиты, ВИЧ и венерические заболевания, включая сифилис. Здесь даже есть свой стоматологический кабинет. Если бы лет 15 назад мне был бы доступен подобный сервис, то я бы ходил со своими зубами. К сотрудникам «Нового вектора» также можно обратиться по поводу налоксона, воды для инъекций, проконсультироваться с врачами. Здесь же выдача новых шприцев. Именно выдача, не обмен, так как законодательство Грузии не позволяет обменивать использованные шприцы. На этом моменте нам необходимо задержаться и немного подробнее поговорить о сложных взаимоотношениях между сервисными организациями и полицией в Грузии. Вообще-то проблемы всегда есть, когда в государстве вообще тема проблемная, и вообще всех, без всяких причин могут они увести в наркологический центр. И бывали такие случаи, когда людей, которые с нашего офиса выходили или из наших машин выходили, тогда их ловили. Но насчет этого мы поговорили с людьми, которые принимают решения, и сейчас уже несколько месяцев так улучшилось положение, можно так сказать, что такие факты уже нету. Ну и находясь в Грузии, естественно, эксперимент от Drug Users News. Фиброскан для иностранцев. Пойдемте. Здравствуйте. Угу. Что надо? Так, ложусь. Спасибо, доктор. Не за что, подождите. Думаешь, результат сейчас выйдет. Например, в Казани для того, чтобы пройти эту процедуру... Алексей, чтобы пройти эту процедуру, мне бы нужно было записаться к врачу минимум месяца за 2,5 и отстоять огромную очередь. А здесь любой клиент программы «Новый вектор» может прийти и пройти эту процедуру совершенно бесплатно, без очереди, получить консультацию врача. Ну что же, результаты вполне удовлетворительные, фиброз 1-й степени. Я недавно закончил лечение от гепатита и думаю, что вскоре эти результаты улучшатся. Спасибо новому вектору. Спасибо, доктор. Вот так вот. Все эти услуги и сервисы, безусловно, сохраняют жизни людей, и это здорово. Однако страх зачастую мешает людям в полной мере пользоваться всем этим. Ведь быть наркопотребителем в Грузии – это значит ежедневно рисковать своей свободой. Или кошельком в лучшем случае.
И сообщество Грузии хорошо знает, что именно нужно изменить. Самая сложность, самое маленькое, что они могут сделать, государство они делают, что может совсем глобально изменить наркополитику, это то, что это декриминализация. Ну, конкретно уличное тестирование. Это самое малое. Мы думаем, что самое малое, что надо исправить. По этой теме мы работаем уже 3 года. Первые акции у нас были 3 года тому назад. Сделали 60 тысяч подписей, занесли петицию в парламент Грузии. Ну, оттуда пришли письма такие, что, например, Министерство здравоохранения говорило, что это наркозависимость, это болезнь. А Министерство внутренних дел говорит, что нельзя их лечить, их надо сажать в тюрьмах. Каждый год в мире огромное количество людей умирает от передозировок наркотиками. И 3 года назад по инициативе грузинской сети людей, употребляющих наркотики, было написано письмо в мэрию, чтобы мэрия предоставила площадку в парке для проведения ежегодной акции в честь памяти людей, умерших от передозировок. И мэрия пошла на этот шаг и выделила территорию в парке, где каждый год 31 августа сажают деревья в память тех, кто погиб от передозировки. Сажают кипарисы, потому что кипарис переводится как дерево жизни, и в эту жару только это дерево способно выжить. К сожалению, мы можем посадить миллионы деревьев, но вернуть к жизни тех, кто погиб, уже невозможно. Для того, чтобы вырастить дерево, требуется время и терпение. Куда быстрее и проще лишить человека свободы или даже жизни. К счастью, наша жизнь – это не только потери и разочарования. Нас очень порадовало одно событие, имеющее непосредственное отношение к Грузии. Это, конечно, рождение маленькой Алисы. И мы молим Бога, чтобы в ее жизни все сложилось наилучшим образом. Старая квартира в центре Тбилиси. Книги, иконы на стенах, картины, вся история семьи. Здесь 30 июля 2016 года в семье тбилисских активистов Даду Баллард и Георгия Гогуа родилась дочь Алиса Георгиевна Гогуа. 2 килограмма 300 граммов счастья. Сейчас, конечно же, она весит намного больше, активно движется, прекрасно себя чувствует и только-только начинает познавать окружающий мир. Папа и мама Алисы очень занятые люди. Мама, участвуя в проекте «Уличные юристы» евразийской сети людей, употребляющих наркотики, занимается проблематикой нарушений прав людей сообщества. Папа – медийный координатор сразу в нескольких тбилисских организациях. А еще он администратор сайта грузинской сети снижения вреда и бессменный участник всех акций сообщества людей, употребляющих наркотики Грузии. Всем этим они занимаются и теперь, когда у них появилась Алиса. Однако с рождением ребенка приоритеты неизбежно меняются. Возрастает ответственность, и вместе с радостью зачастую приходит и страх. Не за себя, за близких. Быть наркопотребителем в Грузии непросто, тем более активно бороться за права сообщества с открытым лицом. Конечно, я боюсь, когда мой муж на улице, и я знаю, что он сильный, и он справится, но я все равно боюсь. И у меня маленькая дочка, я не хочу, чтобы я осталась одна с ней. И даже когда вот в Тбилиси, ну, конечно, боюсь, когда он выходит. И когда он вообще из Тбилиси выходит, ну, я вообще на иголках сижу. У меня очень много знакомых, кто живет в такой страхе. Я хочу, чтобы моя дочка не боялась, как я. Я хочу, чтобы она спокойно жила со своими друзьями, спокойно выходила на улицы и не боялась, что вот муж выйдет и может не вернется сегодня. И нужно будет искать мужа там в участках. Когда сталкиваешься с реалиями грузинской наркополитики, поначалу кажется, что ты просто неправильно все понимаешь. Настолько неправдоподобно это выглядит. И огромные тюремные сроки по наркотическим статьям, и антигуманные действия полиции, и гигантские цены черного рынка. Но когда ты понимаешь, что все это правда, становится страшно. Но не первый раз мы приезжаем в страны и смотрим результаты наркополитики, либеральной, либо репрессивной. И очень интересная закономерность, но в Грузии она действительно пугающая. К примеру, простой факт. Бупринорфиновая программа заместительной терапии в среднем в Европе обходится наркопотребителю в $200 в месяц. Ну, плюс-минус, в зависимости там, от страны, от сервиса. Но в пределах этой суммы.
В Грузии одна таблетка бупринорфина стоит 800 лари. Вы просто вдумайтесь. Репрессии поднимают цены на черном рынке на наркотики на такой уровень. 800 грузинских лари по нынешнему курсу – это почти $350 США. Большие деньги. К примеру, средняя зарплата учителя в Тбилиси около 600 лари в месяц. Представьте себе, в Грузии люди готовы отдавать такие деньги за 8 миллиграммов бупринорфина. Государство изо всех сил старается снизить наркопотребление внутри страны, репрессируя наркопотребителей, а наркобизнес при этом получает сверхдоходы. Впрочем, подобная ситуация выгодна не только наркобизнесу. Георгий Гогула рассказал нам о вполне легальной схеме реализации наркотических средств, существующей в стране. Итак, около 10 лет назад, примерно в 2006 году, в Грузии вдруг стало невозможным приобрести традиционные наркотики. Героин, ацетилированный опий и так далее. Их вдруг совсем не стало. Вот так сделали и исчезло. Но главное, что случилось. Вдруг в аптеках появилась кодесан, кодетеп, кодеин, припасы для крокодила. Вдруг все сказали, зачем нам героин? В аптеках продаются все припасы. Не надо там на свидание ходить, никто тебя не кинет. Зайдешь в аптеку, купишь все. У аптек стояли полицейские. Когда ребята оттуда выходили, брали их прямо на наркотестирование. По мнению Георгия, именно внедрение подобных схем по реализации кодеиносодержащих препаратов привело к быстрому увеличению числа наркопотребителей в Грузии. Что-то около 5000 новых случаев каждые 2-3 года. Очень тревожная тенденция. И совсем несложно представить, чем все это может закончиться в ближайшем будущем. Понятно, деньги, политический имидж – все это важно для страны. И что некий образ непримиримого борца с наркотиками, по мнению властей, это очень круто. Но по факту ничего крутого в этом нет, и ничего, кроме репрессий и непонимания со стороны своего же народа, все эти антинаркотические, а по сути антигуманные активности не принесли и не принесут в будущем. Как никто другой это хорошо понимает активист из организации движения белого шума Паата Сабилашвили. Что же такое движение белого шума? Концепция белого шума состоит в том, что белый шум – это неприятный такой звук, когда в телевизоре нету сигнала. Он производится путем воссоединения белых и черных партикуляров. И когда вот эти партикуляры воссоединяются, издается такой очень неприятный шум, который дает сигнал, что надо что-то поменять. В последнее время в Грузии участились происшествия, причиной которых стал все тот же репрессивный подход к проблеме наркотиков. 7 августа 2016 года полицейский из города Самтредия похитил местного жителя. Он отвез его в соседнее село и пытался получить информацию о посадках конопли на приусадебных участках. Он пытал молодого человека, угрожая повесить на него чужие преступления в случае, если он не будет сотрудничать с полицией. В результате пыток и давления молодой человек повесился во дворе собственного дома, оставив рядом с собой письмо, в котором указал имя полицейского и причину ухода из жизни – отсутствие выбора. Его звали Демур Стура. Ему было всего 22 года. Эта трагедия потрясла страну. Причем реакция последовала не только со стороны родных и близких погибшего, но и со стороны всего гражданского общества. Тысячи людей вышли на улицы и приняли участие в акциях памяти и протестах, а сотни тысяч выразили свою причастность к этому в социальных сетях. Несмотря на то, что потребление наркотиков в Грузии очень стигматизировано и есть такие стереотипы, негативные стереотипы по отношению к потребителям. Несмотря на это, для всех людей этот случай стал крайне неприятным для того, чтобы его как-то промолчать. Потому что мальчик пожертвовал собой ради всех нас и ради нашего будущего. Последние строки письма Демура заканчиваются так. «Мама, ты осталась одна, но что мне делать?» Вот это стало вот тот комком, который просто проглотить больше нельзя. И мы, конечно же, также понимаем ответственность, что вот другие люди, которые сидят сейчас дома и не знают, кому позвонить, как быть, как выкрутиться, как сняться с этого крючка полиции, да,
мы им тоже говорим, что мы все здесь и мы всем поможем. Очень много народа уже стало писать нам, что они тоже готовы заявить про полицию, и мы надеемся, что вот эта жертва Демура Стуруа не пропадет. И я лично обещаю, и мои товарищи тоже в движении обещаем, что никогда не остановимся, пока вот эта несправедливость не закончится ни в стране и нигде в мире. Какие же цели преследовали организаторы акции? Пока не уйдет в отставку шеф полиции в этом регионе, пока не сделают мониторинговую комиссию, куда войдут общественные организации, потому что у нас доверия по отношению к исследованию Министерством внутренних дел нет. Поэтому мы требуем больше общественного контроля. И, конечно же, начать дискуссию о фундаментальной реформе полицейской системы в Грузии. Если не произойдет фундаментальная реформа полицейских практик, никакая наркополитика вот так сама по себе не прокатится. Потому что наркополитика является инструментом полицейского контроля над людьми, употребляющими или не употребляющими наркотики. То есть у наркополитики, у карательной наркополитики в Грузии нет ничего общего с намерениями приостановить распространение употребления, чтобы молодые люди не начинали употреблять такие вещи, которые мы не знаем, как действуют, чтобы не было передозов. Нет, эта наркополитика нацелена на то, что иметь что-то против нас, против своих граждан. Люди уже давно начали понимать, что вот эта политика и наркофобия – это проблема не только у потребителей наркотиков, и их семей, и друзей, и так далее, а всего общества. Наше дело, нашего движения «Белого шума» – показать людям вот именно вот это, что эта система их обманывает, что эта система не дает никаких гарантий, что их дети в будущем не станут жертвами этой системы. Мы абсолютно понимаем тяжесть всей ответственности, которую мы взяли на себя перед семьей, перед всей страной, перед всем сообществом. И не собираемся спускать вот этот пресс, и мы собираемся 17 сентября, как раз 3 недели до выборов, сделать генеральную большую акцию протеста уже в Тбилиси, уже в столице, уже там, где сидят те люди, которые должны были уже давным-давно принять решения, основанные на доказательствах, нацеленные на здоровье человека, которые этого до сих пор не сделали. Мы хотим напомнить, что они все еще в течение этих 1,5 месяца получают деньги, зарплату с наших карманов. И они свое дело не доделали, и они должны сделать свое дело. Именно так. Порой граждане обязаны проявлять свою активность, как это делают активисты из общественных организаций Грузии. Люди должны указывать государству на недостатки, делая тем самым свою страну лучше. В современной Грузии полно жестокости и беззакония, но это противоречит духу этой прекрасной страны и чуждо людям, живущим здесь. Это вселяет в нас уверенность в том, что в самом ближайшем будущем Грузию все-таки ждут перемены к лучшему и в наркополитике, и в других сферах жизни. На то есть, по крайней мере, 2 причины. Им есть для чего жить и есть для кого жить.